12 апреля 1961 года мир замер в восхищении. Юрий Гагарин – первый человек в космосе, герой, легенда, символ советской эпохи. Но что скрывается за этим ослепительным фасадом? Какую цену заплатил Гагарин за свою славу? И кто на самом деле отправил его в этот роковой полет? Космическая гонка – это не только научный прогресс, но и битва идеологий. СССР должен был победить любой ценой, даже ценой обмана. И этот обман был тщательно подготовлен. Первым космонавтом я не хотел быть. Я не идиот. Из десятков кандидатов выбрали Гагарина. Почему? Он был молод, обаятелен, умел улыбаться. Но главное, он обладал актерским талантом. И ему предстояло сыграть главную роль в истории. Пусть и наврал. Пусть я не майор. Но я хотел. Юра! Один! Надо то. Красив. Интеллигентен. Тонок, подтянут, умен. Гагарин был просто хорош собой, а Титов знал, что и гордилась, но для шоу выбрали Юру. Как был сфальсифицирован полет, запись с борта корабля была сделана на земле. Сам Восток поднялся на небольшую высоту, а затем приземлился. Все остальное – умелая работа пропагандистов и кинооператоров. А вот эти вот знаменитые кадры, цветные, он в скафандре поднимается, садится в ракету. Это инсценировка была снята после 12 апреля? Да. А когда снимали ее? Я не знаю точно, но через некоторое время. Через некоторое время. И вот когда Королев говорит... Это тоже. Кедр, а Заря-1, да, потому что... это тоже. Кедр, я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Согласно Антону Первушину, поскольку СССР отказался публиковать технические детали полета Гагарина, возникло подозрение, что полет был сфальсифицирован. Одной из основных претензий к полету Гагарина является отсутствие фотографий Земли с борта Востока-1, тогда как аналогичное фотографирование производилось в ряде других космических полетов, например, в 1946 году с ракеты Фао-2, в 1961 году на Востоке-2, в 1968 году на Аполлоне-8 и так далее. Хотя на Востоке-1 не было фотоаппарата, на нем имелась бортовая камера системы Селигер, которая передавала изображение Гагарина, то есть ужасно дорогую аппаратуру, снимающую Гагарина или транслирующую предварительно сделанную запись. А на банальный фотоаппарат ФЭТ или Зенит денег у СССР не нашлось. Как так? У простых советских подростков имелись такие фотоаппараты, а у государства на это денег не хватило. Вместо снимков Земли Гагарин рассказывал сказки о том, какая Земля сверху красивая. Через 3 дня после своего полета Гагарин писал: с высоты 175-327 километров Земля очень хорошо просматривалась. Ее поверхность выглядела почти так же, как если смотреть на нее из самолета, летящего на большой высоте. Я ясно мог различить горы, широкие реки, леса, прибрежные линии острова.
У Земли очень ясное и красивое голубое сияние. 11 апреля 1961 года корреспондент американской коммунистической газеты Daily Worker Деннис Огден сообщил, что 7 апреля на космическом корабле «Россия» орбитальный космический полет совершил летчик-испытатель Владимир Ильюшин, сын авиаконструктора Сергея Ильюшина. Предположительно, это утверждение возникло после полетов советских космических кораблей «Восток-СК-1» и «Спутник-10» с собаками 9 и 25 марта 1961 года, где для проверки связи транслировались магнитофонные записи человеческого голоса. Если записи человеческого голоса транслировались и раньше, то почему такая же трансляция не могла происходить и 12 апреля? Сколько раз я летал? Я осуществлял стыковки и расстыковки. Я выходил в открытый космос. И там парил. КГБ контролировала каждый шаг Гагарина. Он был звездой, но он был и заложником. Ему не разрешали говорить о полете, его заставляли повторять заученные фразы, а Андропов лично следил за тем, чтобы тайна не была раскрыта. Гагарин стал жертвой своей роли. Он блестяще сыграл ее, но после этого его карьера закончилась. Он мечтал о космосе, а ему приходилось лишь позировать перед камерами. Разочарование, безысходность, алкоголь. И вот в пьяном виде он проболтался. Слышь, мужик, космоса-то и не было. Я был нейтрален. Мое поведение недостойно советского офицера. Авиакатастрофа 27 марта 1968 года – это не случайность, а тщательно спланированная операция. КГБ устранила Гагарина, чтобы он навсегда унес свою тайну в могилу. Была принята формулировка, предложена Степаном Анастасовичем, а он согласовал это все, конечно, со своим учреждением, что самолет совершил резкий маневр, связан с отворотом от посторонними цели стаи гусей или воздушный шар, при этом столкнулся с землей, экипаж погиб. Это всех удовлетворило. На самом деле это совершенно все было не так. И я живой свидетель того, что было. И придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Без тебя, земля, если можешь, летай скорей. Первый космонавт погиб! Гагарина нет! Легенда осталась, ложь, построенная на костях. Это была антиутопия ЗАГ. Ищите правду, подписывайтесь.